где это я? Добро пожаловать в реальный мир. Не мешай мне. И я должен сложить из этих льдинок слово «вечность». Так велела мне королева. Если я сложу слово «вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу. Кажется, получилось. Пусть только снежная королева попробует сюда войти. Я вот посажу ее на горячую печь, и она сразу растает. Встал ГСР на вершине горы, глянул вправо, заплакал в голос, глянул влево, душа раскололась. И когда из правого ока уронил богатырь слезу, то слеза разлилась широко, и Байкал засинел внизу. РФ-60, 1970, да? Так, интересно. Ух ты! А кто, интересно, вот этих чертиков накалякал? Вот до ног этого я немножко дотягиваюсь. А вот до того нет. И вон такие же. И он еще с ушами. Повторенный много раз. Вот интересный. Всадник и гуси. Вот опять этот же человечек, но с какими-то другими рожками, как инопланетянин.
И вот Олежки. И вот Олешек. Много столетий назад жил на Байкале грозный и жестокий правитель Хасан Чосон. Многие народы он себе силой покорил. И землю далеко за Байкалом Чосон хотел к своим владениям присоединить. Но далек был путь туда, и все не решался правитель со своим войском в поход отправиться. В один год зима выдалась настолько суровой, что все озеро покрылось толстым слоем льда. Идти по нему стало не опаснее, чем по твердой земной поверхности. Хасан Чосон решил воспользоваться такой удачей и напасть на венкийские племена, жившие далеко за Байкалом. Правитель собрал несметную армию и отправился в поход. Чтобы сократить путь, Чосон решил пересечь Байкал поперек и направил конницу по льду озера. Но не тут-то было. Боги разгневались на жестокого царя. Когда армия Чосона дошла до середины Байкала, лед треснул, тысячи воинов пошли ко дну. С тех пор в тумане Байкала можно увидеть очертания скачущей конницы. Это воины Чосона пытаются сделать то, что им не удалось сделать при жизни. Перейти озеро. Королева за мной гонится. Вот видно, что происходит. Никаких зрительных ориентиров. Иду по приборам змейкой. Вообще не видно, куда идти. Просто. Видимость метров 100, берега не вижу. Никаких ориентиров. Хорошо, хоть наторосов нету, ровное поле. Были бы... Не завалило бы так снегом, долетел бы очень быстро, от нее убежал. Но так... В общем, она метель за мной снарядила. Ну ничего, я думаю, прорвемся. Я пришла сюда за этим мальчиком. Бандана примерзла к бороде. Не отдирается. Шутки плохи со Снежной Королевой. Только депиляция.
Внимательно выслушал мудрый Байкал своих помощников и говорил: каждый из вас способен о нашей байкальской розе ветров позаботиться, укрыть ее от недостойных глаз. Но если человек будет честен, упорен, верен в дружбе и силен в делах, добрый, красив душой, пусть ему откроется красота этого цветка. А потому не будем мы прятать его ни на высокой горе, ни в непроходимом лесу, ни в глубинах морских. Пусть байкальская роза ветров живет в сердце моем. Как вы поняли, побег удался, но шутить с королевой не стоит. Эй, ковид! Ковид! Ребят, вы не видели? Маленький такой, лохматый. По новостям еще показывали. Потерялся где-то, боюсь, пропадет он здесь без меня.